есть такое понятие, как звуковые струны. Это абсолютная реальность. Дальше я беру законы физики. Это просто искривление поля. Казалось бы, ой, как сложно. Это все тоже вычисляется. Конечно, переструктурируется материя. И если вы почитаете мои ритмы, вы поймете, на чем держатся все нанотехнологии. Совершенно правильным образом подобранные звукоопределения. Планета нас благодарит. Мы ей дали время. Ну а время как влияет? Ну, начинается эпоха времени. У нас есть то, что называется звуками. И считается, что если мы звуки произнесем в определенной тональности, и вот это будет завораживающее действие, и людей можно загипнотизировать этими звуками. Поэтому все заговоры, они даже не словесные, там даже буквы можно не разбирать какие, они просто такие. Ну, как вот все шаманы там вызывают разных духов, это главное прозвучать. Ну, даже песни некоторые завораживают. Вы же замечали, что просто обычные песни человек послушал, а потом у него звучит и звучит в мозге. И никуда не можешь деться от этой песни. Понравилось она тебе, не понравилось, но если несколько раз, да еще и в таком режиме каком-нибудь. Поэтому вот эти люди верят в заговоры, наговоры. Если это все есть, это существует, это абсолютная реальность. Потому что можно, с точки зрения времени, я вам расскажу так, что есть такое понятие, как звуковые струны. И если ты попал на эту звуковую струну, начинает идти загущение, которое придет в сознание человека, и человек будет, ну вот как змея, которую гипнотизирует, там, играя на дудочке, на трубочке, на свирельчике. То есть получается, что самое главное, дорогие мои, ну выходите во время. Я даже написала такую книгу «Выход за магический кристалл», где рассказала, как первые 5 элементов планеты выстраивают вот гелий, водород, литий, бериллий, бор, как они выстраивают притяжение других молекул, на чем держатся все нанотехнологии. Конечно, переструктурируется материя. А материя человека, живая материя, очень-очень влияет на звуковые на звуки и буквы. Ну и если вы почитаете мои ритмы, вы поймете, что вот вы прочли, и вот оно солнце светит. Вот вы прочли, и вот он дождь идет. Ведь даже на планету можно влиять и с ней договариваться благодаря времени. Планета нас благодарит. Мы ей дали время. Через что мы даем? Через слова, через правильное словосочетание, совершенно правильным образом подобранные звукоопределения. То есть, конечно, звуковые скрижали, буквенные скрижали, дальше идут скрижали, числовые скрижали, цифровые. Поэтому вот я тут сейчас очень хорошо, чтобы был этот стоп-кадр. И я еще раз пересмотрела великие математические законы, физические законы, потому что математика что такое? Математика – это абстракция. Сидят себе математики и что-то выстраивают, какой числовой ряд. Потом говорят, ой, какую мы цифру нашли. Только через 10 лет этой цифре можно найти применение. Ну вот, допустим, нашли эту цифру Е, да, натуральный логарифм, когда π искали, потому что надо было объем вычислять. Точку золотого сечения, которую используют все люди искусства, фотографы, если хотят вообще добиться уникального результата. Получается, что раз получилось какое-то число, какое число, красивое, замечательное, ряд Фибоначчи выстраивается, или простые числа, которые мы никуда деть не можем ни с чем. Но это абсолютно абстракция, к материи не имеет отношения. Дальше я беру законы физики. Тут сплошная материя. Первое. Теория относительности. Существует. Реально работает. То есть есть энергия, которая равна массе на скорость в квадрате. Получается, что чем больше тела, массивнее тело, тем сильнее оно искривляет пространство, и тем больше к нему все притягиваются. Поэтому, если вы хотите кого-то очаровать, заколдовать, к себе притянуть, приворожить, ну и все, создаете это массивное тело, которое сейчас просто люди в него погрузятся. Это естественно, это просто искривление поля. Или дальше берем следующую.
квантовую механику. Казалось бы, ой, как сложно, особенно для людей искусства, это вообще невозможно. А с другой стороны, что такое квантовая механика? Это неопределенность воздействия между двумя системами. То есть один берется, второй берется, между ними взаимодействие и всегда импульс между. Поэтому благодаря этому между они друг с другом могут о чем-то договориться и какое-то дело сделать. Получается, что это тоже влияние уже чисто на материю. Или возьмем ту же термодинамику. Реально, что такое термодинамика? Это значит хаос, что Вселенная стремится к хаосу, и эта Вселенная должна исчезнуть. Но она же не исчезает, идет все равно какая-то систематизация. Благодаря чему? Но благодаря вот этому числу Е. Да даже рассчитывают доходы, все вот сидят империалисты, капиталисты, как мы говорим, ну, богатые люди. И как они все растут? По экспоненте. Они хотят знать скорость их дохода в мгновение, в минуту, а это все тоже вычисляется. То есть вот, пожалуйста, влияние. То есть там вот сидят математики, там чего-то там вычисляют, вот сидят физики, они реально получают реальный результат. Конечно, это все влияет на материю, ну а время как влияет, это вообще чудо такое. Ну приходите во время, ну что такое? Ну начинается эпоха времени. Эпоха обыденности заканчивается, и вы все к ней готовы. Так что, пожалуйста, вперед, во время, все получится.